Я приветствую вас, представители знака Зодиака Дева. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что же будет меняться. А возможно, это будет та реальность, которая заставит измениться вас. Или пересмотреть некоторые свои позиции. И, конечно, будем добрее и милосерднее к самим себе. Не стоит себя загонять в угол, а особенно в эти 10 дней это может быть актуально только лишь потому, что мы то, что слышим или видим, но никак не вписалось в наши планы. И это не означает, что мы чего-то не можем осуществить. Это лишь значит, что мы должны внести некоторую коррекцию и адаптироваться к тем переменам или к тем событиям, новостям, которые происходят вокруг нас. Есть много вещей, которых мы не можем изменить, но можем изменить к этому наше отношение. И это сразу открывает новые возможности. Давайте узнаем подсказки. И первая колода – это у нас Оракул Ленорман. Мы достанем 4 карты. События будущего. С чем это может быть связано? Конечно, будем реалистами. А вы, мои дорогие девы, вы великие реалисты. И я надеюсь, вот эта метафора карт вы сумеете переложить ваш вопрос или та тема, которая вам, может быть, не дает покоя, на карты и продумать какую-то свою историю. Или, может быть, как в новом ракурсе увидеть свои возможности. Словом, мы проведем с вами приятное время, и чем-то расклад будет вам полезен. События ближайшего будущего. С чем это связано? Или как сфера жизни, которой вам придется уделять больше внимания. Какие вопросы? События ближайших дней. И на колоде Таро ангелов, ангелов-хранителей. Поворот событий. Или что будет меняться. Возможно, это новость. Или это ваше собственное решение. С чем будет связан этот поворот событий? Что изменит вашу жизнь или изменит вас? Я такое тоже могу допустить. От чего вы откажетесь, либо вам придется это несколько трансформировать в какой-то иной вид, переделать, передумать, перерешать что-то. И что вам важно знать, что вам нужно услышать, принять во внимание и от чего не отказаться, словом, что вам помогает. И сфера ваших достижений и денег. Здесь и работа, и документы, у кого-то учеба, ваши планы, грандиозные, не очень. Личная жизнь и любовь. И карту совет. Давайте узнаем, что же за события ближайших дней. Много общения. Аркан Букет нам всегда говорит, вот как эти цветы разные в этой корзине, так и в вашей жизни будет много разных людей или много каких-то контактов. С одной стороны, не упусти время, говорит об этом карта, потому что букет, он склонен к увяданию. Поэтому не упустить какую-то возможность с кем-либо договориться. Или выслушать разные точки зрения и для себя определиться более четко и ясно в каком-то направлении. Все же вот эти цветы разные в конечном итоге формируют такую красивую корзинку. И правда, карта где-то напоминает о том, что мы не должны менять людей, мы их не можем воспитывать и опять же не должны. Но от нашего правильного взаимодействия мы и своего чего-то не упустим, ну и не создадим ненужную конфронтацию. Карта может символизировать, что в принципе в этот период будет много новостей, и вам придется где-то быстро принимать решения или фильтровать вот эту информацию. Возможно, вы будете фильтровать и свое окружение, и поближе, и подальше, пересматривать ваши отношения как и по работе, а возможно и в части личной жизни. Давайте узнаем, что еще помимо общения. Все то, что сказала я сейчас по этому аркану, букет и девятка. Мы что-то передумываем. Или это перемены сами по себе. Меняется реальность, хотя это могут быть и новости. Аркан гроб, я надеюсь, все правильно понимают, что это не что иное, как какая-то перезагрузка или окончание. Но это не есть окончание вот как точка. Хотя, может быть, у кого-то и проиграется и так, но все же. В большинстве случаев эта карта говорит о том, что мы, какую-то
перерокировку производим. Две цифры 9 и 8. 9 опять же повторяют перемены. Вы сейчас как в эпицентре перемен. Все же две девятки у вас. И восьмерка, если мы ее переложим или перевернем, это не что иное, как изображение лемнискаты. Так вот, что-то должно быть и продолжено тоже. И это где-то концепция денег, потому что бубны. Может быть, вопросы работы или какого-то конкретного сотрудничества, но будет продолжаться это в новом ключе. Вы можете как от чего-то отказаться в некотором разрезе или в каком-то размере, но это для вас именно для того, чтобы вы максимально четко и правильно приложили собственные усилия, раскрыли свои таланты, не потратили время попусту. Иными словами, вот эта восьмерка говорит о том, что есть и то, что следует продолжать. Не все буквально мы словно выплескиваем, и есть такая фраза «выплеснуть с водой ребенка». Имеется в виду, что мы не делаем резких заявлений, мы не говорим кому-то «нет», не пытаемся что-то доказать, а именно подстраиваем или реальность под себя, или сами адаптируемся к ней, потому что есть и то, что доброе, хорошее, продолжать есть смысл. И это может касаться, ваших таких внутренних решений по части денег. Может быть, это как ваша финансовая личная система, когда вы можете, исключить некоторые траты. Или, может быть, кто-то банально закрывает кредит, например. Такое я могу предположить. Или вы готовите какой-то отчет, доводите это до точки. И тогда уже новая ваша тактика, ваши позиции по поводу финансов, то, что вы планируете, здесь будет отстроено в каком-то новом ключе. Это точно так же перемены, где-то и по работе могут быть. Давайте откроем следующую карту. С чем могут быть связаны события? Вообще волшебные карты, я бы сказала. И 6, и 16. Если мы говорим 6, это всегда победа. И победа не та, которая нам, как на голову, как манна падает. Нет, это ваши приложенные усилия прежде. Они окупаются сторицей. А если мы говорим 16, складываем эти две цифры, мы получаем 7. А 7 это как какая-то идея, это задумка, это перспективы сами по себе. Но это пока то, что существует в нашей ментальности. Это то, что мы хотим осуществить. Это наше желание. Может быть, это ваша мечта, мои дорогие девы. И тогда карта будет говорить, что у тебя сейчас прочные позиции, ты их должен удерживать. И более того, переложить это на то, что ты хочешь осуществить. И карта, по которой сбываются наши мечты. Нам говорят, нет ничего невозможного. Но придется уделить этому какое-то время, не просто внимание, а именно время, потому что по аркану звезды проходит еще и направление, своего рода марафонский забег лет на 10-20, поэтому вполне вероятно, ту стратегию, тактику, мои дорогие девы, которую вы шаг за шагом избираете в этот 10-дневный период, будет означать нечто большее, чем эти 10 дней. А на далекий период времени для себя проложить счастливую траекторию перемен, нового качества жизни. Пусть для кого-то из вас ваша популярность или ваши достижения, а для кого-то по аркану звезда это может быть и личная жизнь, и отношения, когда вы с семьей, допустим, на расстоянии с вашими близкими, любимыми людьми в силу разных причин, поскольку меня смотрят люди из разных стран, и обстановка у каждого своя. И здесь соединение, может быть, воссоединение как и любимых, так и близких. Или просто другая концепция. Вы хотите переехать, потому что вы видите в этом необходимость. Или вы можете прийти к мнению, что я могу свои таланты, навыки какие-то раскрыть наиболее полно и добиться других высот в другой местности. Вот этого я тоже не исключаю, потому что не только расстояние по времени по этому аркану проигрывается, но и буквально в километраже. Вот это тоже может проигрываться, поэтому если вы планируете переезд, может быть и недалеко, как изменить свое пространство, мы тоже меняем по аркану звезды. Мы меняем тут и имидж собственный, и где-то корректируем и планы на будущее. И для нас это в конечном итоге карта говорит, нет ничего невозможного, добрые перемены и начало именно в эти 10 дней. Благодаря тому, что вы что-то обдумаете и решите. А для кого-то у нас, черви, это в первую очередь будет личная жизнь.
Вот для чего-то это общение нужно. Пики и пики. И, безусловно, это как мечи или энергия воздуха, это интеллект, энергия. И поэтому вы перекладываете, видимо, на те реалии, которые присутствуют в вашей жизни, ваши собственные намеченные планы достижения или как обустроить или осуществить какое-то дело. Да, вот есть та победа, которую по аркану якорь точно нужно сохранять. А еще нам, посмотрите, очень символично. Карта, гроб, а следующая якорь. Одна под другой карта выпала. И если мы говорили девятка перемен, и у вас эта девятка многократно, кстати, проигрывается. Мы можем, кстати, число 6. Необычное число, как и 9, так и 6. Если мы его перевернем, эта победа будет тоже где-то предвосхищать то, что ты сейчас находишься в эпицентре перемен, мои дорогие девы. И девятка в четвертой карте нам говорит о том, что ты должен сохранить то, чего ты уже достиг, иными словами, вот ту победу, и переложить на какие-то новые реалии. Иными словами, 35, если мы сложим, опять же, 8, или перевернутая лимниската. И мы говорили по предыдущей карте, что да, есть смысл что-то продолжать. Не просто, а это как раз и есть ваш прогресс, мои дорогие. И поэтому вот этот якорь, надежность, может быть, по части людей, кому вы можете доверять, или какой ваш план жизнеспособен, но что-то основополагающее, как поворот событий, даже может быть на этой неделе, или поворот ваших взглядов на жизнь. И такое тоже могу допустить. Но сам период, он очень продуктивно уверенный. Вот об этом все 4 карты, хотя и есть взаимодействие с разными людьми. Поворот событий. И опять же лимниската, очень символично, что этот старший аркан, восьмерка, говорит, что да, что-то должно быть и продолжено. Держи, безусловно, баланс. И в этой колоде карт это еще и как закон кармы. И сам по себе закон в том числе. Поэтому поворот событий может быть таков, что вы узнаете, меняются законы. Но если у нас законы сами по себе в чистом виде редко меняются, то подзаконные акты или как приложение называется, дополнение к закону, вот такое выходит. И если прежде в сыром виде закон, как-то препятствовал исполнению вашей мечты, то здесь будут коррекции, когда вы как раз что-то можете осуществить. Поворот событий еще говорит вот о чем. Всегда по этому аркану причина и следствие. И если вы сделали что-то очень хорошо в предыдущий период, вам пространство, Вселенная возвращает вот эту доброту через помощь, может быть, других людей или руками других людей, или удачным стечением обстоятельств. Но если мы где-то наследили или допустили ошибки, карта тоже говорит, тебе придется что-то приводить к балансу, хотим мы этого или нет. Главный смысл этой карты в чем? Что, переходя в будущее, а вам тут не раз уже сказали о переменах, вас ничто не должно тяготить из прошлого. Поэтому самое время вот эти события привести в баланс с тем, что уже в вашей жизни было. Может быть, перепроверить, как в отношении вас работает закон, чтобы в будущем, как мы говорим, не было какой-то обратки, когда, нежданно-негаданно какая-то ситуация из прошлого врывается буквально в нашу жизнь и заставляет нас что-то доделывать, додумывать, переигрывать или заниматься просто каким-то вопросом. Поэтому расставьте все по местам. Вам это необходимо. Перемены уже не просто на пороге, а вы в них находитесь, в этих переменах. И как и закон сам по себе для вас имеет значение, так и судьбоносность этих перемен, пусть это где-то выражается через тех людей, с которыми вы контактируете, все, что я говорила по аркану букет, так и буквально судьбоносные события, которые происходят вокруг вас. Значит, любая информация вам чем-то будет полезна. От чего вы откажетесь или что вам придется реструктурировать, менять. Действительно держать баланс. Здесь, знаете, перед тем, как от чего-то отказаться, нужно устранить недопонимание. Или нужно устранить, возможно, какой-то длительный период ожидания, который, если мы говорим пустое ожидание буквально, то тогда чего я жду, задать себе вопрос.
Конечно, эта карта будет больше говорить о дипломатии и самоконтроле. Конкретно тут так и прописано. Для нас будет важна сама по себе, ну, знаете, как изменение нас самих. Не случайно тут модерация проходит, и это модерационы. Это не что иное, как настройки. Вот настройки нас самих, внутренние наши планы. И вот, наверное, та реальность, которая вокруг вас существует. Принять, может быть, во внимание некоторые законы. Второй старший аркан. Поэтому себя мы тут меняем, мои дорогие. Или часто по этой карте, пусть не в этой колоде, обратите внимание, не все карты этой колоды имеют значение ангела или, ну, как изображение либо крыльев, либо самого образа ангела. А здесь конкретно куда-то не торопись, нам говорит ангел. И в этой карте есть такое, как не случайные случайности, которые нам буквально помогают. Поэтому и вы будьте готовы к тому, что в любой момент этих 10 дней может произойти как важная информация, которая к вам приходит, или, может быть, это будет связано с конкретным человеком. Возможно, это какая-то ситуация по работе, или пусть даже внешние какие-то события, как мы говорим, законы, или обстановка, или, может быть, в мировом масштабе какие-то будут приняты новые постулаты или требования, одновременно законы. Вот внешняя обстановка, она тоже перестраивается, и вам к этому нужно адаптироваться, где-то себя не тормошить, пройти, ну, искусством мелких шагов этот период, как и подводя итоги, так и правильно адаптируясь к тому, что происходит вокруг. И тогда для вас открываются совершенно новые перспективы. От чего-то все-таки не отказаться, потому что по 14-му старшему аркану в этой колоде тут именно может проходить тот Его Величество случай, когда мы не привыкли к чему-то подобному, или нам приходится поступать так, как мы раньше не поступали. Нам приходится себя перестроить именно потому, что мы сталкиваемся с тем, как единственное правильное решение или единственно правильный выход. Но мы к этому не привыкли, и своеобразный внутренний стопор может включиться, а именно рационализм, или то, что мы принимаем, жизнь не всегда рациональна, иногда и иррациональная. И весь период нахождения Плутона в Водолее – это самые правильные настройки, которые нужно принять во внимание. Тогда, если мы допускаем иррациональное в нашей жизни, тогда и больше возможностей мы используем по максимуму. Что же вам будет буквально помогать и чего вам нужно не упустить? Да, по сути дела, любая тройка – это уже будущее. И по этой карте это как экзамен. Кто-то из вас буквально экзамен может сдавать, и тогда у вас есть все возможности сдать его прекрасно. С другой стороны, экзамен жизни – это раскрытие ваших талантов, мои дорогие, конкретно таленто прописано в этой карте. Поэтому вот то, что я говорила по аркану звезды, это как миссия, мои дорогие девы, и есть смысл о чем-то подумать, не поставить себя на второй план, но и не исключить какое-то взаимодействие с людьми. То есть тема, которая должна быть продолжена через общение. Нет тут таких, знаете, резких разворотов или резких заявлений, вердиктов, основанных на эмоциях. Да нет, ни одна карта нам об этом не говорит. Наоборот, береги себя, будь готов к какому-то случаю буквально или с какой-то информацией про взаимодействовать. И именно это перед тобой открывает будущее, как будто так. Но мы и себя меняем по этой карте. Может быть, изучение, конкретно карта говорит, у кого-то изучение языков, у кого-то языков программирования. По этой карте мы буквально осваиваем новые профессии или приобретаем какие-то навыки, и в последующем мы перекладываем на нашу жизнь, на те реалии, в которых мы проживаем. И нам это потом, в будущем, приносит еще и как вторичный доход или основной доход. Вот по части денег, заработков для вас могут открываться новые перспективы. Или не душите сами себя, правда, не загоняйте себя в угол. И если вы хотели что-то осуществить, или, мои дорогие девы, попробовать себя в новом качестве, в новой профессии, начинайте, делайте первые шаги. И вполне вероятно, это будет означать какая-то даже новая сфера приложения ваших
личных качеств или ваших способностей, которая по максимуму откроет ваши таланты. По сути, будущее на пороге. Вот поэтому и перемены, наверное. Сфера ваших достижений. Ну вот вторит всему тому, что я уже сказала, и карта восьмерка пентаклей или восьмерка земли. И я всегда говорю, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Это карта настойчивости, это карта профессионала. Здесь конкретно прописаны инструкции, это где-то перекликается с тройкой земли, и всем тем, что я сказала, мы изучаем, что-то детализируем, и тут тоже эти детали прописаны, но это еще и концентрация. Нам говорят, сконцентрируйся на чем-то одном. Рост нашего профессионализма, рост нашей популярности. Мы переходим на другой уровень возможностей, ну и, безусловно, новый уровень заработков. Шикарная карта. Практики – это как раз про вас, мои дорогие девы. Очень продуктивный период. Шикарно дважды. Восьмерка земли, девятка земли. И здесь карта изобилия, процветания. И в личной жизни я не могу сказать, что это карта про любовь, хотя нам показана женщина, которая довольна собой. Мы не рассматриваем, понятно, по полу карты, если изображение женщины, точно так же это относится и к мужчинам. По этой карте действительно финансы не последнюю роль играют даже в вопросах личной жизни. Что-то вами должно быть согласовано. По сути дела, это наше счастье, благополучие и деньги. Все же, коль уж вам выпадают две карты, и где-то и тройка земли-то, ведь она нам тоже говорит о благополучии через деньги. Так вот, деньги – один из способов взаимодействия с миром и осуществления нашей мечты. Поэтому заработки, ну, где-то на второй план, наверное, в эти 10 дней вы никак не можете выпустить из зоны своего внимания и, главное, влияния. У вас продуктивное время, мои дорогие девы, но это когда мы остаемся довольны, когда нас окружают где-то любимые люди. Это тот период, когда мы чувствуем себя вот как этот якорь, более уверенный и, главное, более ресурсный. И более того, если мы говорим восьмерка, девятка, здесь прогресс, мои дорогие, какой-то у вас намечается, как и по части ваших достижений, ваших возможностей. Безусловно, это карта возможностей. Не совсем, повторяюсь, про любовь. И здесь у каждого по-разному. Но самое главное – личная жизнь. Пусть это не любовные вопросы, но это ваше как личное дело, это как ваше детище, которому вы уделяете внимание. Или пусть это сфера ваших где-то достижений, которые тоже формирует больше возможностей по части личной жизни, сделать свое жилье более комфортным, или, может быть, начать путешествовать, или переехать туда, куда вы хотите. Одним словом, да, деньги, понятно, у каждого свой какой-то приоритет и свое видение финансов, но мы не можем это сбросить со счетов, потому что они формируют наше благополучие. Ваше благополучие от начала до конца, как и в виде каких-то не случайных случайностей, как и закрытие некоторых гештальтов, когда все по закону вами просчитано и нет этих самых неожиданностей или каких-то возвратов, в целом формирует совершенно другое отношение к самому себе. И пусть даже если проходит эта перезагрузка, вы свободным человеком уверенно смотрите в будущее. Вообще нечего добавить. Еще и карта сила, как карта мага. И опять же, есть взаимодействие, число 11. 11 – это как минимум 2 человека. Значит, есть какое-то партнерство, которое должно быть либо переведено на новый уровень, либо с каким-то новым пониманием в новом контексте отстроено. Но пусть это хоть работа, хоть личная жизнь, это ваши перспективы. Для вас нет ничего невозможного. И даже если какой-то путь нам приходится пройти в одиночку, ведь это старший аркан, мужество, нам конкретно об этом говорят. Ну и значит, не говори никогда, не отказывайся от каких-то новых возможностей. С другой стороны, эта карта, на ней всегда изображен, или почти всегда, чаще лев, и это прообраз нашего эго. Карта подсказывает, что вас, мои дорогие девы, могут одолевать самые разные эмоции, и эго тут может рваться наружу, видим, мы с кем-то не согласны, или мы хотим что-то сделать по-своему. Много людей, много мнений, много событий. Нам может что-то не нравиться, нас может что-то раздражать. А все же лев подчиняется прекрасной деве, потому что он не чувствует агрессии.
Вот это вас из окружающих. Даже если внутри вас бушует пламя и сильные эмоции, никто не должен считать, как будто с ваших глаз, с вашего лица, что вы на самом деле думаете. Или ваши намерения и планы, они должны оставаться тоже при вас. Это все усиливает ваши позиции. А вот лояльность, дипломатия нам как раз и помогает договориться даже в тех случаях или с теми людьми, с которыми в принципе договориться невозможно, очень трудно, сложно. Но у вас, мои дорогие девы, в эти 10 дней не только выйти победителем из даже очень сложных патовых ситуаций, как и заработать деньги, как и отстроить свое благополучие и, что самое главное, новое качество жизни на долгий период времени. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.